Рассмотрим претендентов на звание лучшего робота-пылесоса стоимостью до 70 тысяч рублей. Претендент номер 1. Dreamy L10S Pro Ultra Hit, и он действительно соответствует своему названию. Настоящий хит 2024 года. Активная камера, выдвижной мопик, подогрев воды и стирка салфеток с моющим средством. Претендент номер 2. Roborock Cureva Pro. Старый добрый раструб 7 серии адаптируется к рельефу и затягивает в пылесборник любой мусор. Для навигации используется камера структурированного света, которая не зависит от освещенности. И претендент номер 3. Ecovacs Debot T30 Pro Omni. Он может вытянуть душу из вашего ковра, ведь заявлено 11,5 килопаскаль. В рабочем блоке плавающая турбощетка и система распутывания типа акулья пасть. Настоящий монстр в домах с пушистыми питомцами. Сравним эти модели по каждому аспекту системы оценки Best Robot и разберемся, какой из них больше подойдет под ваши цели и условия. С точки зрения комплектации, T30 Pro Omni – образец минимализма. В комплекте только то, без чего робота невозможно запустить. В коробке Cureva Pro можно хотя бы запасной мешок найти, ну а Pro Hit на этом фоне просто аттракцион невиданной щедрости. И мешок, и щетка для обслуживания, и флакон с моющим средством. В этой номинации победитель очевиден. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Конструкция у роботов схожая. Кругляши с выдвижным мопиком и единственной фиксированной торцевушкой. Крупноворсовые салфетки Debot и Roborock больше подходят для шероховатых поверхностей. Мелковорсовые Dreamy для гладких, но они взаимозаменяемые, так что не принципиально. Более важное различие. T30 Pro Omni на 7 мм выше конкурентов, из-за чего могут быть проблемы с заходом под мебель. Еще у него маленький пылесборник на 275 мл, значимый фактор для большой и сильно загрязненной квартиры. Зато у него фирменный рабочий блок с системой распутывания волос. Турбощетка хорошо собирает шерсть ковров и при этом остается чистой. Pro Ultra Hit и Cureva Pro сделаны проще. У них обычный валик, хотя у Dreamy его можно будет заменить на щетку с лезвиями. Еще у T30 Pro Omni многоступенчатая фильтрация с HEPA-фильтром, сеткой и поролоном. Конкуренты выглядят проще, у Cureva Pro даже сетки нет. В целом, дизайн T30 Pro Omni выглядит самым продуманным из этих трех моделей. У станций соревнующихся моделей есть отличия, связанные не только с дизайном и габаритами. У Dreamy L10S Pro Ultra Hit каждый резервуар на 500 мл больше, чем у конкурентов. В отсеке для мешка есть отдельный мини-отсек с дозатором моющего средства, причем он многоразовый. Станции Pro Ultra Hit и T30 Pro Omni можно подключить к канализации и водопроводу с помощью дополнительных модулей. Ссылку размещу в описании под роликом. Чтобы подключить к инженерным сетям Cureva Pro, нужно изначально покупать Slim-станцию, но в РФ ее до сих пор не привезли. В плане управления у роботов есть как очевидное различие типа количества кнопок на корпусе или возможности пнуть Debot ногой, чтобы активировать уборку, так и менее очевидное, раскрывающееся при изучении приложения. К примеру, у того же T30 Pro Omni, в отличие от соперников, есть встроенный голосовой помощник Eco. Правда, работает он только на английском, что не очень удобно. Пылесос в принципе не говорит по-русски. У T30 Pro Omni и у Roborock Cureva Pro нет функции «спрятать комнату». С ее помощью можно избавиться от зазеркалья приложения Dreamy. А еще L10S Pro Ultra Hit поддерживает удаленное подключение к камере. Можно проехать по дому и посмотреть, как поживает кот. Пускай и несущественно, но функциональных возможностей у Pro Ultra Hit больше. Помимо лидара, для навигации на местности T30 Pro Omni и Cureva Pro используют фронтальные датчики, которые работают независимо от освещенности. У Debot датчик более чувствительный, чем у Roborock, и помогает обходить даже мелкие опасности.
Правда, к весам и ножкам сушилки это не относится. У Dreamy L10S Pro Ultra Heat более совершенная система навигации. Тандем линейных лазеров и активная камера замечает любые предметы, включая сушилку, носок и размотанный провод. Причем робот не просто объезжает объект, но распознает и фотографирует его. Pro Ultra Heat настолько умный, что даже пятна на полу замечает и снижает скорость движения, чтобы отмыть их более качественно. Однако у высокого интеллекта есть и темная сторона. В темноте пылесос замечает только крупные опасности, а для захода под мебель ему нужно 11 сантиметров, иначе боится. Несмотря на определенные недоработки, Pro Ultra Heat более современный и технологически продвинутый робот-пылесос. Аккумуляторы у соперников одинаковые – 5200 мАч. Но фактическая автономность кардинально различается. QRevo Pro на максималках работает почти вдвое дольше. При этом Roborock еще и заметно тише. Максимальный уровень шума у него почти такой же, как у других пылесосов в тихом режиме. По номиналу самым мощным должен быть T30 Pro Omni, ведь у него заявлено 11,5 паскаль. Но по факту со всеми своими паскалями он смог вытянуть кофе только из 2-миллиметровой щели. Более скромный QRevo Pro с 7000 паскалей на борту полосами зачистил щели до 8 мм включительно. А Dreamy L10S Pro Ultra Heat с такой же силой всасывания даже 10 мм затащил, хотя и пропустил щели 6,8 мм. По итогу в плане мощности у Dreamy и Roborock значительное преимущество перед Диботом. И на качестве сухой уборки это тоже отражается. Мусор на ламинате лучше всех собирает Pro Ultra Heat. В тесте он показал топовые 98%. T30 Pro Omni, несмотря на нехватку мощности, неплохо заметает соринки турбощеткой, но торцевушка сильно разбрасывает их по сторонам. С песком на ламинате все роботы справились достойно, уверенно 94-96%. От Dreamy я ждал большего, но вдоль стен он все-таки не доработал. Roborock, как всегда, образец стабильности. На ковролине T30 Pro Omni снова отстал. Банально не хватило мощности. Pro Ultra Heat и QRevo Pro качественно зачистили центр стенда, но не доработали на периферии. С мохнатым ковром хуже всех справился Дибот. На втором месте Roborock, а Dreamy собрал рекордные 92%. Пока что это лучший результат в истории тестирования. По качеству сухой уборки Dreamy L10S Pro Ultra Heat заметно обошел конкурентов. По выгрузке мусора из пылесборника значимых различий нет. Все станции отлично справились с поставленными задачами и вытянули любые разновидности загрязнений, в том числе и плотно набитую в контейнер шерсть. Теперь посмотрим, как реализована влажная уборка у этих моделей. С кофейными пятнами быстрее всех справился Dreamy. Колбасочные салфетки Дибота и Roborock впитывают хуже. При этом важно заметить, что QRevo Pro прижимают выдвижной мопик гораздо плотнее, благодаря чему отмывают пристенную зону в ноль. В углу тоже вымывает хорошо. С пятнами сока Dreamy и Dibot справились на одном уровне, отмыли с первого же прохода. А вот Roborock возился долго, как будто ему не хватило интенсивности смачивания. Грязь мелковорсовые салфетки Pro Ultra Heat впитали гораздо быстрее, чем крупноворсовые салфетки QRevo Pro и T30 Pro Omni. В тесте с кетчупом лучше всех выступил Roborock, отмыл за 6 проходов. Dreamy долго возился с красной полосой на периферии, а Dibot с этим тестом вообще не справился, не хватает прижимной силы салфеток. По совокупности факторов за влажную уборку Roborock QRevo Pro набрал больше баллов, чем его соперники. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Но вымыть полы – это только половина дела. Теперь еще нужно привести в порядок салфетки. Все пылесосы подогревают воду во время полоскания, а Dreamy еще и добавляет моющее средство. Но тесты проводились без использования дозатора. С промыванием салфеток после кофе лучше всех справился Roborock. При этом Dibot, у которого такая же структура мопов, этот тест практически провалил.
Нормально промыть мопики после сока не смогла ни одна станция. В каждом случае на промытых салфетках все равно оставались следы окрашивания. То же самое касается грязи. Во всех случаях из салфеток удалось отжать немало грязной воды при ручной стирке в раковине. После кетчупа все станции не доработали. Все равно сохраняется окрашивание, даже после ручной стирки. В итоге, с учетом наличия дозатора, возможности подключения канализации и расширенных настроек станций, самоочистку Pro Ultra Heat я оценил выше. Подведем итоги. Dreamy L10S Pro Ultra Heat и Roborock Cureva Pro – топовые модели в своем классе, а Debot T30 Pro Omni заметно проигрывает им в мощности и качестве влажной уборки. Благодаря системе распутывания волос T30 Pro Omni подойдет для домов с лохматыми кошками, коврами и с высотой проезда под мебелью не менее 105 мм. Если вы свободно говорите на английском, использовать робота будет максимально удобно, ведь у него встроенный голосовой помощник. Cureva Pro – один из самых мощных на рынке и с хорошим прижимом салфеток. Он сможет глубоко почистить тонкий ковер и отмоет полы, даже если в доме собака. Правда, с экстремальными объемами шерсти могут быть проблемы. Резиновый валик потребует обслуживания. Pro Ultra Heat – универсальная модель с топовой навигацией. При хорошем освещении пылесос объедет сюрпризы питомцев и провода, заметит пятна на полу и постарается их отмыть получше. Робот отлично справляется как с гладким полом, так и с мохнатым ковром, а чтобы не было проблем с волосами, валик можно заменить на щетку с лезвиями. По сочетанию возможностей и качеству уборки это лучшая модель в категории до 70 тысяч рублей. Но для заезда под мебель роботу потребуется 11 сантиметров. Учитывайте это при выборе. Лучшие цены на эти модели найдете в телеграм-канале Best Robot, а детальное сравнение с таблицами у нас на сайте. Ссылки оставлю внизу. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.